When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. Мы закончили ремонт, чуть больше 300 рублей у нас вышло, все про все. Тачка снова в идеальном состоянии, на ней можно угорать, сжечь, гонять и получать неимоверное удовольствие от того, что она из себя представляет. Единственное, что смотрится она на данный момент как-то не очень. Поэтому прямо сейчас мы отправляемся туда, где поработают над стилем этой машины. Как она стартует, только посмотрите. Только после того, как мы отмыли этот автомобиль и разобрали его целиком, стал понятен весь масштаб трагедии. Друзья, все просто ужасно. Абсолютно ржавые пороги, какие-то очень странные вот здесь вот вмятины, дырки, заделанные то ли пластилином, то ли какой-то смолой. Царапанная дверь. Всюду какие-то вмятины, какие-то дырки, какая-то ржавчина. Про эту сторону мне даже говорить страшно, потому что здесь, если посмотреть на порог, с которого, кстати, капает вода, которой в двери целая лужа, то сразу становится понятно, что сюда нужно просто вваривать целые куски железа. Далее дверь. С этой стороны все еще более или менее нормально. Она просто не совпадает по зазорам и имеет какие-то очень странные пузыри. Однако с этой стороны, если присмотреться на эту дверь, то становится просто страшно. Почему она в таком виде? Ее что, вскрывали консервным ножом, причем очень неаккуратно? Но эта дверь, это еще ничего, потому что далее идет крыло, которое просто пугает меня. Его невозможно покрасить, его невозможно, по-моему, отшлифовать или сделать с ним что-то нормальное. На мой взгляд, его просто нужно менять целиком, потому что то, как оно выглядит сейчас, это полная жесть, и ни одна краска не сможет сделать так, чтобы оно выглядело прилично. Далее дверь. Вы посмотрите, насколько здесь все прогрызано. Вся машина выглядит довольно-таки странно, и для того, чтобы понять, что же с ней можно сделать, мы спросим об этом директора компании Plastidip 3 Влада. Мы можем с этим что-то сделать? Нам все разборки сказали о том, что эти двери покупают как горячие пирожки, поэтому на данный момент их нет в наличии, и нам придется работать с тем, что у нас сейчас есть. Понизу, естественно, то же самое, что и по той стороне. Мы просто перевариваем весь порог, вставляя туда новое железо. Оно гнить не будет, но, скорее всего, ржавчина пойдет по местам сварных швов. Ржавчина вылезает в самое влажное время года, это начало осени, конец зимы, весна, то есть лето ты отъедешь 100%. Друзья, с этим крылом какой-то нереальный геморрой. Ребята бьются уже больше часа, и у них не получается достигнуть идеала. Они даже пригласили иностранного специалиста, который разбирается в автомобилях ВАЗ гораздо лучше, чем все остальные, но у нас все равно не выходит довести это крыло до того состояния, которое нам нужно. Пойдемте, я вам покажу. В чем основная проблема? Ты мне можешь объяснить? В чем? Да. Вот шишка. Почему так случилось? Вот отсюда авария будет. Ну ты уже сталкивался с таким раньше? Да? Да? Ты знаешь, как это делать? Отсюда вот ударит сильнее, и все вот это более-менее было. Ты говоришь уверенно, я думаю, у нас все получится. Я не очень уверен. Мне кажется, то, что ребята из компании Plastidip 3 должны подумать о том, чтобы взять этого парня к себе на работу, потому что у него колоссальный опыт восстановления «Жигулей». И как хорошо то, что сегодня он смог прийти к нам на помощь.
Настал новый день, ребята сказали, сегодня можно приезжать попозже. Мы приехали к 2 часам дня и увидели, что там произошло. Смотрите, я вам сейчас покажу. Я не понимаю, что они сделали с этой машиной. Такое ощущение, что они просто выкинули то, что было, и полностью повесили новое железо. Сейчас тачку просто не узнать. Ребята меня конкретно обманули. Они сказали, собираемся попозже, а сами, мне кажется, даже не уходили из гаража и работали всю ночь, потому что то, что я вижу сейчас, отличается от нашей машины. Это совсем не наша семерка, это уже Black Jack. Tyler Durden, make them holler murder. Take them to the highest point of the earth, no need to follow further. The shit is universal, no time to do rehearsal. I never take a break, that shit is too commercial. I wasn't raised different, I was made different. Flow don't fuck around like it was raised Christian. Antisocial with these kids, we don't play with them. We just keep a small circle and we stay lit. Я не понимаю, как они это сделали, но они добились идеального состояния у нашего ВАЗ-2107. Теперь мы перегоняем нашу машину в покрасочную камеру и начинаем накладывать пластидип. Когда мы положили первые слои краски, я просто решил больше не смотреть на то, что происходит дальше. Так, друзья, волнительный момент. Я еще не смотрю в ту сторону, но машина уже рядом. Я чувствую это. О-хо-хо-хо! Да! Охренеть! Какие колеса убогие, как они отвратно смотрятся. Но как она смотрится! Бампера покрасили, решеточку радиатора покрасили, черные зеркала, черные дверные ручки. Это все смотрится просто шикарно. Вы помните, какое было мятое крыло? Сейчас оно выглядит так, как будто бы новое. Даже кантик ровненький. Вы сделали абсолютно невозможное. Вы сделали из этого куска железа машину. Просто на 5 из 5. Это крутая тачка. Она выглядит сочно. Это цвет хамелеон, он меняется в зависимости от освещения. В тени она у тебя будет черная, как только ты выезжаешь на солнце, она у тебя будет блестеть золотыми блесками. Это действительно выглядит как будто свежая покраска. И я так понимаю, то, что это состояние сохранится надолго, потому что оно под лаком. Срок службы такой же, как и у обычной краски. В ближайшие дней 5-7 ее не мыть на мойке с высоким давлением и сушить желательно чистыми тряпками, чтобы не сбить этот весь прекрасный глянец, который у тебя сейчас есть на данный момент. Машина получилась офигенной. Я могу сказать то, что это только первый шаг по превращению наших «Жигулей» в настоящего Black Jack'а. Спасибо тебе огромное. Если кто-то хочет сделать себе пластидип, друзья, то вы знаете, куда обращаться. Это компания Пластидип 3. Вся подробная информация есть в описании. Ну а мы поехали кататься. Наконец-то наш 4-дневный марафон по восстановлению внешнего вида этого автомобиля подошел к концу. Я могу сказать то, что при разном свете эта краска выглядит по-разному. Например, сейчас, когда село солнце и ничего не отблескивает, эта машина начала смотреться, как будто бы это реально какой-то черный, стильный, бандитский автомобиль. Мне очень нравится то, что получилось, и это еще не все. Мы будем продолжать работать над стилем данного автомобиля, но вы это увидите уже в следующих сериях. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. С вами был Илья Стреколовский. До скорых встреч!